Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня, ребятки, опять же, посмотрим, наконец-то, скины эти все новые. Начнем с панды, конечно, а потом посмотрим остальные три скина. У нас все скины, как видите, в тематическом стиле ниндзя, ну, кроме Джейта, но у нас гейша, ну, типа там где-то сбоку оно относится, поэтому мы решили добавить, наверное, чтобы было не два скина дополнительно, а три. Опять же, скин на хамелеончика легендарный. Все эти скины сейчас можно в магазине купить, если я не ошибаюсь. Ну и в конце недельки вы получаете панду, да. В понедельник уже будет эта акция недоступна, поэтому кто хочет, поучаствуйте, ребятки. Потому что, я уже 100 раз говорил, скорее всего будут всякие ивентики потом на скины. Особенно на панду, мне кажется, будет ивент 100 пудов. Итак, ну что, вот так вот выглядит этот скинчик. Блин, они его не проработали, понимаете? Они шапку, такое ощущение, что всю жизнь рисовали. Шапку рисовали и все, остальное не рисовали вообще. Но выглядит упорото, прикольно. И поэтому мы сейчас отправимся в боец. Первый у нас будет панда, опять же отправимся в командные бои. Хоть панда и не самый хороший персонаж, да? Тройка худших, так сказать. Сейчас у нас в игре есть небольшая. И панда один из них. Но скин, ради такого скина можно и поиграть. Посмотрите, какой он классный. Самое классное, это такой скин с бицухой. Он просто огромнейший смотрится на карте. Это шапочка такая модная. В общем, все дела. Я на панде, конечно, да, умею играть, чекать. Так, Бака получилось шотнуть. Надо сейчас аптечки залутать. Так, более-менее сейчас как-то действуем. Гранатку закидываем. Гранатки сейчас у меня тройные, поэтому, в принципе, проблем с ними не будет. И бахаем. У нас тут, кстати, команда попалась более-менее адекватная, посильнее, чем у противников. Поэтому мы сейчас можем себе позволить что-то чуть побольше всякого движа. Каким-то чудом мы тут кого-то вообще убиваем. На тебе копье. Очень меткое копье, конечно. Но у меня нету сейчас лука, поэтому мне двигаться на панде. Вот панда без 3 слотов это вообще не играбельный персонаж, по сути. Даже с тем, что я ему сейчас тройные гранатки использую, он тоже не очень. Кстати, мне кажется, ли тут анимация добавилась? А ну-ка. Не добавилось, показалось, значит. То, наверное, от кролика скипе были какие-то такие штучки. Но смотрится скинчик офигенно. Реально очень жесткий такой, прям... Прям необычно. Это, знаете, вот как я помню, бегал на каком-то из персонажей. Так куда ты побежал? Вот, чтобы меня так бегал баг. Зашел в воду, а потом побежал. Офигеть. Я так на баге, знаете, как бегаю? Я вот тут становлюсь, начинаю бежать, добегаю до отсюда, меня откидывает назад. Вот, весь бег на баке у меня. Почему у него так пробежало через всю реку практически, да? Это ж у нас река, если что. Ну, не знаю. Ладно, мы сейчас затащим, в принципе. Тут один брюсик остался. Друг друга, которого бросили. А у меня есть тройные гранатки, которые прекрасно взрываются и дамажат дабл уроном. Забирайте, забирайте. Кто-то из вас, потому что я на панде даже не буду пытаться это делать. Хотя, возможно, стоило все-таки сделать. Но мне кажется, кролик скипе лучше сможет реализовать эту гранатку. Ну, посмотрим. Посмотрим. Итак. Где же наши противники? Вопрос. А их нету, правильно? Правильно. Почему? Потому что они куда-то ушли. Ладно, сейчас поищем их. Что ж делать? А вот и они, видимо, нашлись. Смотрите. Да, хамелеошек уже появился, тот из ниоткуда. Блин, а зона не самая лучшая для драки. Особенно с этими ребятами. Капканчик здесь поставим. Я сделал все, что мог. Сейчас добежим в кусты, похилимся. И бахать будем. И будем бахать вот так вот, красивенько. Так, бахаем. Мне сейчас... Видели, граната насквозь прокатилась? Как вам? Нормально, баланс? Вот как в эту игру играть? Скажите мне. Просто объясните мне это. Как в эту игру играть? Лизи у нас, конечно, очень полезная, как вы заметили. Очень полезная, крайне полезная Лизи. Но мы чудесным образом победили. За счет, скорее всего, кролика скипи. Я, конечно, дичи надводил. Самое интересное, что в момент, когда мы дрались, черепах и Лизи куда-то пропали. Вы это видели, в принципе, и все. Это было очень странно, почему, с кем они там дрались. Потому что я бился со львом, я бился с кем-то там еще. В общем, я был в замесе, танчил, все дела. Поэтому я умирал. А мои союзники... Ну, вы видели, в принципе. Чего уж говорить. Какая-то неожиданная на сегодня победка на панде. Ну, давайте отправимся в следующие скины посмотрим, потому что... Ну, как бы, коллекция все-таки 4 скинов. Не будет некрасиво, если не посмотрю все. Давайте следующий возьмем Джейд. Хоть Джейд не самый интересный скин. Ну, давайте посмотрим. Раньше, кстати, он был лучше. Мне кажется, модельку чуть изменили. А может и нет. Может, такой был. Ну да ладно, погнали в общем боец. Джейд у нас имба. Опять же, играем командные бои. Почему? Потому что... Ну... Мне хватило соло боев. Я сколько попыток там не делал, никогда ничего не получается. Слишком душно.
командных боях хоть сейчас 50 на 50. Ну ладно, похуже. 30 на 70. 30 побед, 70 поражений. Ну, что поделать, такая реалия сейчас. Ну, пытаемся нагибать, в общем. Пытаемся немножко адаптироваться к ним, потому что, возможно, все-таки получится адаптироваться, возможно, все-таки получится найти золотую середину по персонажам. Опять же, укол адреналина сейчас нужно брать очень сильно, потому что штука очень полезная. Змея повезло, что без первобытного инстинкта. Виталий меня она просто остановила. Жесть. До свидания, змея. Мы, моя команда. А потом, почему я не могу победить? Да, действительно, почему же? Почему же я не могу победить? На полкарты растянулись. Да нормально, баланс, чё? Команда. Что я могу сказать? Ну да ладно, хоть как-то попробуем поиграть сейчас. О, похилимся. Еще золотая гранатка. Ну, конечно, видели? Просто два шота. Два рандомных шота, и оба залетели в меня. Блин, это вообще как? Это, вот это дон, это просто нечто. Блин, не успел аптечку нажать. Смотрите, сколько дефибрилляторов. Смотрите, сколько в этой команде у меня дефибрилляторов. Аж целых 0. Фух, спокойно, не бомбить, не бомбить. В прошлой команде видели дефибрилляторы? Видели. У Лизи был как минимум, у меня был. Возможно, еще у кролика Скипи был. Возможно. Моя команда сейчас. 4 персонажа, 0 дефибрилляторов. 0 на 4 персонажа. Как же это прекрасно, не находите? А потом, почему нельзя так победить? Почему же, да. Действительно. Ну, конечно. Почему я не могу победить? Ну, нажмитесь кнопочки, я сейчас всех тут шотну. Задолбали меня эти уже доны. Все, всех убили, наконец-то. Ух, не горю, ребятки, просто не горю. Вот слов нету. По поводу этих своих союзников, противников. Вот союзники пошли как бы в зону душить этих дон, да? Очень нужно было задушить в зоне дон, конечно. Ой, ладно. Победили их. Хорошо. Ну, победили мы, наверное, во всем бою, скорее всего. Правда, я сейчас шотнусь. Нет, я Джейд успел шотнуть. Хорошо. Точнее, не Джейд. Я успел шотнуть Лизи. Но она сильная у них, поэтому... Вообще, тут всех шотнут практически. И моя команда тут особо ничего не сделала. Очень полезные скобочки. Хотя, смотрите, всего 2 килла, да? Ну, сейчас может добавиться киллы, кстати. Скорее всего, и должны добавиться, потому что, ну... Как же они могут не добавиться? Это ж я. Видали просто? Мы маневры. Главное, это маневры, да? Ну, в общем... О, видите, ну как бы, я не дамагер, да? Хотя жалко, что у нас панельку с дамагом не показывает. Я бы посмотрел, сколько я надамажил, сколько они донамажили. Было бы очень интересно. Ну что ж, второй скин мы глянули. Какие-то сегодня прям победные победы идут. Может, подкрутили, а? Посмотрели на мои... Там 20-30 поражений, да, подряд такие. Ну ладно, пора тебе победить. Так и быть. Немножечко. Так, давайте следующий у нас будет хамелеончик. И оставим павлинчика Рави. Самое вкусное напоследок, потому что, ну, имбища просто лютая. Такую имбищу только не посмотреть. В самом конце будет прекрасно. Надеюсь, павлинчик у нас тоже затащит не топ-1. Вот видите, кстати, сборка, да? Зубы вампиры, укол адреналина и дефибриллятор. Ну, как бы... А выбора нет. Потому что баланс. Команда. Красавчики. Наконец-то залутали. Ох, какой я меткий. Так, надо успокоиться, это же хамелеон. На нем определенный тип геймплея. Нужно понимать это. И учитывать, и действовать адекватно. Самое, кстати, обидненькое, то что вот я на хамелеон даже не могу взять сейчас скорый. Потому что, ну, без дефибриллятора и кола адреналина сейчас не играется командный бои. Ну, вы сами все видели, в принципе. Даже до краби до этого дошел. Да? Ну и, как бы, зубы вампира. Для чего? Чтобы... продолжительных замесах, когда бои против против двух-трех складов, когда происходит, там нужно, получается, частенько использовать зубы вампира. Они очень жестко бустят, потому что у хамелеона лук вот такой вот, он жестко отхиливает, плюс дробовик неплохой по дальности. У меня что-то маленький, может я не атрибуты неправильно спилил, надо будет посмотреть. Возможно, сбились. Это же дело такое. Жираф, кстати, не слушает вообще никак. Ну ладно, более-менее послушал. Так, залутали мы копье золотое. Ну и теперь можно подраться. Как видите, зона идет влево, поэтому особо я стараться туда своих союзников вводить не буду. Держимся пока вместе. Мало ли что. Бобер, это наш, блин. Я испугался. Ох уж эти копья бобра. У нас жираф тут смотрит карту. Во, противники нашлись. Я в невидимости не спалюсь, конечно же.
Ой-ой-ой, крабик. Ну, просто 13-й краб такой взял мне какие-то 2 плюхи рандомные кинул, я уже пол без хп. Так, надо похилиться. Нормально. Так, бахаем. Бахаем. Вот у Хамелеона отлично это то, что копье очень быстро перезаряжается. И вообще, ну, видите, вот полсекунды я буквально только что прыгнул, она же фул. Отлично. У нас все получается. Крабика я пробахал. Красивенько. Ну вот видите, просто Хамелеон это одна из имп. Просто одна из имп. На нем просто нужно это все делать красиво и не вот не переходить лимит по хпшке. То есть всегда действовать. Ну, конечно, можно действовать на лоу хп, как я сейчас это делаю. Вот сейчас я ошибся очень сильно. У меня сразу минуснулись 2 штучки. 2 укола. В этом проблема заключается большая, на самом деле. Блин, какая же это? Она просто бегает на халяву здесь. Так, хилимся, живем. Ставим стеночку. В смысле, притягивай аптечку. Еще одну притягивай. Ну, тяни мне все, что я хочу. Так, ну, в общем, всего я натягал. Даже 2-й дробовик. Золотой получилось притянуть. Прикольно, конечно, да? Ну ладно. Мы победили. 3-я победа подряд. Ребятки, что происходит с рандомом? Вы понимаете? Я не понимаю. То есть, ну как бы, одна победа на 10 боев, это было нормально. Буквально пару дней назад. Вчера, позавчера, позавчера. Это было из This is Good, да? Сейчас 1100 плюс рейтинг. У Хамелеона это точно. Изи победа. Не напрягаясь. Шестой Лизи. Как? Как? Что происходит? Что происходит? Игра, как ты это делаешь? Почему именно сегодня у меня победы идут? Непонятно. Ну ладно, может тогда все-таки будем бустить рейтинг. А нет, 1060, ошибся, извиняюсь. Думал что-то, что на нем рейтинг высокий. Ну ладно. Так, ну, отправляемся чекать последнюю имбу. С последней скине... Ну, имба, да? Имба есть имба. Но это последний скин из коллекции. Блин, персонажей же столько, что они не успевают прогружаться. Просто, понимаете, да? Опять же, Рави у меня сейчас играется без укола адреналина. Это ошибка, наверное. Но, блин, ботинок отдавать. Понимаете, вот ботинок это сейчас... Из зуба вампира это то, что дает ему выживание. Хотя укол адреналина у меня уже почти 8, да? 68% уже можно, в принципе, поставить. Но давайте, наверное, пока что все-таки возьмем что-то более командное. Хотя... Ну ладно, берем командное. Фиг с ним, как говорится, тащим с таким сетапом, с такой сборочки. Я думаю, все-таки получится. Все-таки дефибриллятор есть, зубы вампира есть. Я хотя бы смогу выжить, если что. И будет все красиво. Опять же, лутаем лук. Видали, блин, миллиметра не хватило. У меня Шави сейчас первобытный инстинктов. Правда, без копья я, наверное... О, копье, копье, копье. Возьми копье. Орел, блин, уже брал копье. Ну, что ты не то копье взял, братан? Кстати, смотрите, какой скинчик топовый, а. Блин, противники от нас убежали, представляете? Что противники убегали, это настолько редкость, что капец просто. Так, я сейчас пока что бахаю автоатакой просто. По крабику бахнем, потому что он тогда не сможет... Блин, я копьем промахнулся. Он тогда не сможет нормально себя... Что это такой меткий? Кстати, видите, эта штука еще и палит в кустах очень жестко. То есть, понимаете, да, насколько жесткая фигня? Жесткая фигня. Точнее, активный навык у павлина. Мало того, что он дает промахи, то есть противник, который против вас, не сможет в вас попасть. Никаким чудесным образом. Так, помимо этого, еще и палит в кустах. Я считаю это имбово, потому что можно так весь склад спалить, и будет красиво. Опять же, краба можно было и на возвратку словить, но я решил не ловить. И так сильный. Пока что бахаем автоатакой, бежим когда. Потому что и так нормально. Боже мой, орел с инструментами. Вы это видите, да? Это моя команда. Надо сейчас, наверное, аккуратнее играть, потому что не факт, что я смогу победить. Так, интересно, я противника бахнул или нет? Ладно, погнали дальше. Там все-таки орел зашел, там никого не было, значит. Просто проблема сейчас это то, что мои союзники убежали, а я не успеваю за ними. Очень жестко не успеваю, потому что павлин медленный. Вот и все. Плюс хочется прицелиться, там что-то бахнуть, я не могу. У меня, кстати, одна аптечка всего лишь, понимаете? Одна всего лишь аптечка, ё-моё. То есть, если сейчас нападут, то это будет потеря потерь. Поэтому сейчас нужно красиво какой-то склад добить, где-то найти еще одну аптечку. Желательно, конечно, найти аптечку. И золотой дробовичок, и золотое копье. А лучше легендарное все. Да?
было бы неплохо, но, к сожалению, тут никого не видно. Ускоряемся немножко. Но видите просто, насколько он медленный. И если не использовать, ну, ботинок, то это будет просто потеря потерь. Поэтому я его использую. Ну, слишком ему не хватает все-таки мобильности. Я бы ему еще сандали пихнул, но там 3 слота, сами понимаете. Сейчас без дефибриллятора здесь никуда. А зубы вампира, ну, частенько очень жестко помогают выживать. Поэтому пока играем так. У нас фул серебро. Лиска там что-то в воде купается, наверное, любит воду. Или любит просто копье золотое лутать. Одно из двух, как говорится. Мы идем, не можем найти противников почему-то. Я не знаю почему. Наверное, походим сейчас немножко с копьем, потому что так можно и ходить, и наблюдать. Мы метки. Орла бахаем. Так, ну пока что играем достаточно качественно. Видали, просто закончилось в последний момент. Обидно. Обидно. Ну ладно, будем тогда на автоатаке просто бахаться. Так, Хамелёша бахаем. Фу, попал. Чекайте. Мастер меткости. Гайд. Опять попал. Ну, этим хоть попал, да? И этим попал. О, луком не успел даже бахнуть. Кто-то был жестче меня. Опа, сразу 2. Попались на басике. А нет, не попал в орла все-таки, да? В орла все-таки не попал. Ну и ладно, как говорится. Минус орел. Минус бобер. Давай, до свидания, друг. Кстати, мне кажется, на бобра эта штука не действует. У него же круговые атаки. Все дела. Домой, бобер. Бобер, конечно, дерзкий, но тебе шансов нету, бобер. Ты понимаешь, что я бобер, который... О, ресает, смотрите какой. Какой хороший. Бахаем и не успел уже копьем добить. Ну что я могу сказать, ребятки, 4 победы подряд. Как это работает? Кто-то мне может объяснить? Нет. Почему? Непонятно. Что случилось с балансом, что случилось с рандомом? Я не знаю. Но почему-то 4 подряд победки, изи, без пота даже. Даже не было 3 сквада в окружении почему-то. Совпадение, наверное, да? Что не было 3 сквада в окружении. Ну вот такие вот бои. Ребятки, акции вы видели, скинчики вы видели, все скинчики топовые, красивые, ниндзя, все дела. Олик просто вообще шикарный, Ронин. Блин, даже на Оли смог победить, понимаете? На Оли смог победить. Ну, скинчик, видите, топовый, поэтому его стоит достать. Возможно, модельку Оли переработают в ближайшем будущем, потому что большинство персонажей уже переработаны. И скинчик на нем станет еще лучше выглядеть. Поэтому это, знаете, так сказать, скин на будущее. Такие вот дела. На этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Тащите топ-1, как это делаю я. Неожиданно, очень неожиданно. Всем пока-пока.